Тимофей, веселый и счастливый, возвращался домой. Сегодня он получил достойную премию и хотел порадовать свою любимую чем-то необыкновенным. С Натальей они жили вместе уже 3 года, и девушка в последнее время все чаще делала намеки на обручальное кольцо и замужество. Но Тимофей не спешил. Он собирался жениться один раз и на всю жизнь. Примером для него были его родители, которые прожили в браке уже 32 года и недавно праздновали медную свадьбу. Они с Натальей тоже были на торжестве в ресторане. Было все очень просто и по-домашнему. Немного родственников и близких друзей семьи. И его мама, которая никогда и ни во что не вмешивалась, отозвала Тимофея в сторону и тихо сказала: «Сыночек, не торопись со свадьбой, присмотрись еще к Наталье, мне кажется, что она совсем не тот человек, за которого себя выдает». Тимофей стоял, хлопал глазами и не знал, что ответить. Слова мамы были для него неожиданностью. На какое-то время он совсем забыл об этом разговоре. Жили они с Натальей отдельно от родителей, на другом конце города, в его квартире, которую он получил в наследство от дедушки, как единственный внук. Сегодня, подходя к дому, парень удивился, что света в его окнах не было, хотя Наталья должна была уже вернуться домой с работы. Может, уснула после смены. Она работала в больнице медсестрой. Тимофей поискал в кармане ключ и открыл дверь. Темно и тихо, похоже, что дома никого. «Наташа, Наташ», – тихонько позвал он, боясь разбудить девушку, если вдруг уснула. В ответ ни звука. Молодой человек включил свет в прихожей. Шкаф был раскрыт, в нем сиротливо висели пустые плечики от одежды. Еще ничего не понимая, парень прошел на кухню. На столе лежал клочок бумаги и нервным почерком написано: «Прости, не ищи». В этот момент слова мамы всплыли в его памяти. Тимофей молча опустился на стул. Один в пустой квартире, брошенный без объяснений и разговоров, ему казалось, что так нельзя поступать с близким человеком. Вот так просто взять и уйти, ничего не сказав и не объяснить. Он не мог этого принять. За что она так с ним? Уже несколько ночей подряд он не мог уснуть. На работу ходил как робот-автомат. Парень все больше уходил в себя и смыкался. Сперва по ночам дурные мысли не давали уснуть, а вот со вчерашнего дня еще добавился собачий вой в его спальном районе. Конечно, не всегда было тихо и спокойно под окнами, иногда бродили отдельные личности, которые любили послушать громкую музыку. Но эта собака была очень странной. Вторую ночь подряд на улице прогуливался пес, которого раньше никто не видел во всем районе. Наступал вечер, и он начинал очень громко выть. Естественно, доставляя неудобства не только жильцам дома, но и всей окрестности. В первую ночь сосед Тимофея вышел на улицу, чтобы прогнать назойливого певца со двора. Сосед долго гонялся за ним по окрестности. Пес скрылся в темноте и больше не появлялся. Но стоило только соседу вернуться домой и лечь в постель, уличный концерт повторился с новой силой. После второй бессонной ночи многие соседи решили созвать небольшой совет и составить план дальнейших действий, чтобы прекратить ночные выступления и обеспечить себе наконец-то нормальный, полноценный сон. Собрание прошло бурно и на эмоциях. Предложения были самые разные. Кто-то предложил вызвать службу по отлову собак, кто-то предлагал попробовать найти с ним контакт, покормить песика, может, он просто голоден. Ну а некоторые варианты Тимофея просто шокировали. После этого совета было страшно кое-кому подавать руку для приветствия. В доме у парня никогда не было животных, но такие изуверские мысли не могли даже прийти ему в голову. Большинство на собрании решили вызвать ночью службу отлова. Но сердце Тимофею подсказывало, что пес выл не потому, что хотел всех разозлить. Он определенно хотел как будто что-то сказать. Поэтому парень решил действовать самостоятельно, тем более, что ему ночью все равно не спалось от дурных мыслей. Молодой человек все еще никак не мог понять и принять поступок своей бывшей девушки. Как только на улице стемнело, незадолго до прибытия службы, парень решил прогуляться по местности и найти исполнителя ночной оперы. Уже пару часов он бесполезно колесил по району, в надежде найти собаку. Но поиски не заканчивались успехом. Тимофей вооружился провиантом в виде небольшой палки, свиной колбасы и нескольких кусочков сыра.
Но пес как будто чувствовал, что на него открыта охота и где-то затаился, а может быть парню так показалось. Во всяком случае их пути пока никак не пересекались. Тимофей обшарил весь ближайший к их микрорайону сквер и уже на выходе с Липовой аллеи увидел знакомый взгляд. Это был тот самый пес. В его глазах была просьба и надежда на помощь. Тимофей вынул из сумки колбасу, оторвал от палки приличный кусок и, не приближаясь, аккуратно бросил животному, чтобы не напугать. Собака быстро схватила кусок и побежала за ближайшую беседку. Парень последовал за ней. «Все-таки голодная, бедняга», – подумал он. Но все равно в поведении собаки его что-то настораживало. Пес мог сразу съесть эту колбасу, прямо здесь за беседкой, но он схватил свой кусок и побежал куда-то, в самый дальний заросший угол парка, как будто его там кто-то ждал. Тимофей поспешил за псом той же дорогой. На какое-то мгновение он потерял животное из вида. Но вот вдалеке опять мелькнул светлый хвост. Парень присмотрелся и увидел, как собака забирается в большую с человеческий рост заброшенную, бетонную трубу. Это было похоже на какой-то коллектор. Труба уходила куда-то под землю, а снаружи торчал только вход. Много лет Тимофей жил рядом, гулял по этому парку не один раз и никогда не знал, что в нем есть такое зловещее место. Конечно, ему стало интересно, и он последовал за псом. Пройдя по грязи, за кустами он подошел к этой трубе и заглянул в нее. Внутри была жуткая темнота, пахло сыростью и затхлостью, но пса не наблюдалось. Парень достал телефон и включил фонарик, и шагнул в черную бездну. Под ногами что-то противно хлюпало. Грязь, перемешанная с водой, прилипала к новым кроссовкам, но ему было на это плевать. Мелкими шажками, почти на ощупь, Тимофей пробирался вперед. Фонарик давал не так много света, батарея разрядилась еще накануне, и Тимофей забыл ее подзарядить. Интуитивно он чувствовал, что конец трубы где-то недалеко и он должен упереться в какой-то тупик. Вскоре так и произошло. Там его ждал уже знакомый пес. В темноте животное зарычало и оскалило клыки. «Ты что, бандит, не узнал меня?» – как можно дружелюбнее заговорил Тимофей. Парень достал остатки колбасы и бросил их голодному псу. Собака схватила кусок и отнесла к другому концу трубы, где была полная темнота. Через несколько секунд снова вынырнул из бездны, но уже приветливее. Пес вилял хвостом и перестал рычать на молодого человека. Тимофей расценил это как дружелюбный жест. Похоже, там кто-то есть, на том конце трубы, и пес, оказывается, все время звал кого-нибудь на помощь, вспоминал парень. Животное повернулось и повело Тимофея вглубь трубы. Там-то он и увидел на мокром полу, придавленную бетонным обломком, маленькую, белую собачку. Она не могла сама освободиться, и пес как мог помогал ей выжить, таская ей еду. А еще он несколько ночей подряд выл у этого парня во дворе и звал людей на помощь. «Ах ты ж спасатель!» – вслух произнес молодой человек. «Я знал, что у тебя большое сердце». Он мягко положил руку на голову пса. Собака склонила голову и позволила себя приласкать. Через час освобожденная белая собачка и ее добрый друг расположились в квартире у Тимофея навсегда. Вот такая удивительная история. А вам, дорогие зрители, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.